Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Я вам показывала вот эту вот детку, которая выросла на цветоносе, причем выросла она не с боковой почки, а просто рос как цветонос. Я думала, орхидея, это вот видите, большая такая орхидея Леодора, она будет цвести. И цветонос закончился вот этой вот деткой. Я вам ее показываю очень давно. Ну, полгода это точно, а то и больше. Смотрите, детка раз, два, три, четвертый лист растет. Видите, в тургоре в хорошем, такая достаточно большая. Вот даже по листам для детки это много. Орхидея чувствует себя шикарно и хорошо, но была проблема, она никак не хотела наращивать корни. В отдельном видео я вам показывала, как сооружала вот эту вот конструкцию, такую своеобразную тепличку, чтобы поднять влажность возле шейки орхидеи, чтобы начали расти корни. И потом в разных видео, когда я применяла разные средства для наращивания корней орхидеи, вот циркон, ребаф экстра, я каждый раз, когда поливала какую-то орхидею вот этими средствами, сюда же вот в мох прям капала водичку для того, чтобы вот этот стимулятор как-то к шейке поступал и орхидея нарастила корни. В момент, когда я поливала свои орхидеи комплексным удобрением, Бонафорта, Буйские удобрения, любым комплексным удобрением, которое у меня было на тот момент, я также вот этот мох поливала вот этим удобрением. Первое время я даже этот мох каждый день, иногда через день смачивала, потому что понимаете сами, что он просыхает вот просто моментом. Как я смачивала? Для этого вот смотрите, я использовала либо шприц, просто набираете водичку, удобно, либо вот грушу, и вот таким вот образом вот я смачивала вот этот мох. Не давала, наверное, полгода, как я говорю, точно никаких результатов. Но вот вообще есть такие детки, которые растут на цветоносах, и они сразу дают корни. Есть вторые упрямицы, которые, вот как у меня этот случай, корень не дает, вот просто совершенно никак не хочет растить корень. И вот смотрите, орхидеи вам всегда показываю себя на западном окошке. И вот буквально, наверное, второй раз показываю вот это южное окошко. На южном окошке у меня стоит орхидея, даже этой зимой, я скажу, первый год. Когда-то давно-давно, еще в начале, наверное, 2012 года я пробовала ставить орхидеи на это окно, они горят, это южное окно, горят очень сильно, поэтому вот буквально вот сейчас зимний период, сейчас конец февраля, и вот даже я начала снимать видео, видите, какое яркое солнце, я вижу, что мои орхидеи стали светлеть листья, для Леодоры вот такой салатовый цвет, он вообще характерен всегда. И я вижу, что мои орхидейки Леодоре, которые вообще в первый раз я поставила на южное окно, очень-очень понравилось. Вот у меня рядом стоит новая орхидея Лека Фантастик, как новая, она декабрьская, она уже карантин перешла, и вот уже стоит на общем окошке у меня давно, это где-то больше месяца. Видите, тоже в принципе более-менее, но в то же время вот стоит моя орхидея, на которой я вам показывала действие калия, видите, один цветонос растет, второй цветонос на старом цветоносе растет, то есть орхидея будет очень пышное цветение, а вот у нее листочки, я вижу, стали такие не совсем в хорошем тургоре. Я не скажу, что они потеряли тургор. Нет, конечно, видите, какие большие листы, они в тургоре, но не в таком, как должно быть, и они стали светлеть, приобретать светлый цвет. Это именно от того, что здесь очень-очень много солнца. Не все орхидеи любят солнце. Вот это моя орхидейка Реанимашка, которую мы с вами тоже вместе проводили реанимацию. Я ее спасла, кстати, ссылочку на видео, как я спасла эту орхидею. Вот это средство Switch, про которое там рассказываю, знаете, вот для меня просто открытие. И реально рекомендую всем иметь в аптечке. И, в общем-то, уже вот-вот я понимаю, что мне придется с этого окна убрать орхидеи. Но к чему я вот это рассказывала? Когда я переставила орхидею с западного сюда на южное окно, потому что, видите, да, она огромная, она занимает просто очень много места, эта орхидея, буквально сразу у орхидейки моей стали появляться корни. То есть, испробовав на ней все варианты наращивания корней, вот и циркон, и ребаф экстра, вот это средство, и все комплексные удобрения, уход за этой орхидеей, и видите, повышенную влажность уже у шейки создала, вот этот мох проложив, сработало именно то, что я переставила ее на другое место. Конечно, естественно, и уход, который был до, в частности, вот эти подкормки, удобрения, они тоже сыграли свою роль в том, что эти корни здесь заложились.
Но именно вот этот стресс, знаете, перестановка орхидеи в другое место, это все равно стресс. И очень часто стресс, я вам показывала, как помогает орхидее заложить цветочную стрелку и цвести, это на моей орхидее желтой Мирафлор. Мы ей устраивали стресс, охлаждали, то есть перепад температур. Так, в этом случае перестановка орхидеи с западного на южное окно, здесь намного больше солнца. Там все-таки солнце вечернее, а в зимний сейчас период после 4 уже там темнело, не было солнца особо, но была досветка искусственная, правда. А здесь, видите как, очень-очень много солнышка. И у этой орхидейки начали расти корни. Я еще этот стаканчик не снимала. Я просто вот увидела, знаете, где-то вот здесь сверху во время полива, вот смотрите, видите, корешок растет. Но чтобы его посмотреть, все-таки мох сейчас у меня сухой, поэтому надо его смочить, чтобы, когда мы будем снимать этот мох, он не повредил корешки, потому что видели сами, корешки еще салатовые, молоденькие-молоденькие. Так, сейчас я смочу мох, и вот как раз пару минуточек он сейчас у меня намокнет, и мы вместе с вами снимем и посмотрим, какие же корни выросли. Скажу так, корни выросли достаточно быстро с момента, как орхидея оказалась на этом окошке. Поэтому рекомендую, если вы тоже, как и я, пытаетесь нарастить корни детки орхидеи, уже попробовали и циркон, и ребаф, и комплексное удобрение, и создали такую тепличку, а результатов нет, попробуйте поменять место. Если стоит на северном окне, поставить, грубо говоря, на южное, западного на восточное, ну или вот как у меня, западного на южное. Но опять же, смотрите аккуратно, уже солнце печет. Уже солнце, я вижу, что орхидейки начинают немножко подгорать. То есть, опять же, без фанатизма. Ну что, достаточно? Да. Вижу, что мох намок. Могу спокойненько снять. И вот смотрите, вот, смотрите, я даже второго корешка не видела. Вот сейчас сняла. Вот какие у меня уже корни теперь есть здесь, в этой орхидейке. Так, вот они. Раз, два. Вот два, видите, достаточно хороших корня. Они как раз сейчас в стадии роста, эти корни. Отлично, пусть они дальше нарастают. На данный момент отсоединять орхидею, вот эту детку орхидеи, от стволика еще рано. Посмотрите, какие листы. Ну, для Леодоры вообще свойственно, она такой слоненок для меня. Очень много места занимает на окошке. Как коллекция очень большая, то, конечно, мне она на том окошке западном вообще занимает очень много места. Вы видели на том окне, у меня все орхидеи стоят в 2 ряда, плотно-плотно. То есть здесь хотя бы я могу немножко расставить орхидеи. Но сейчас будет тепло, орхидеи надо будет вообще с окон убирать на полке. Буду опять что-то придумывать, как все разместить. И вот смотрите, этих 2 корня, они пока не вытянут эту листву. В частности, что будет? Орхидея потеряет тургор. Чтобы держался тургор, орхидея полноценно развивалась, нужны хорошие корни. Поэтому орхидея будет у меня вот здесь держаться, будет на этом стволике, пока не нарастут достаточно хорошие корни. Так, сейчас я аккуратненько верну эту конструкцию, надену на корешки, чтобы не повредить. Чтобы я сейчас не сломала вот эти корни, когда буду надевать. Так, все, не буду больше дожимать. Вот так пусть будет, чтобы только эти корни молодые у меня не сломались на этом стволике. Пусть орхидейка стоит, когда будут достаточно большие корни, тогда мы ее отсоединим. Но смотрите, с ростом корней растут и листья, видите? А листья все растут и растут. Поэтому, конечно, наступит момент, когда ее надо будет отсоединять. Вот эту вот детку обязательно тоже вам покажу. И вот этот метод, да, я рекомендую. То есть орхидея могла от этого перепада дать как цветочные стрелки, так могла и дать в детку. Но в моем случае просто детка, она дала корни. Всем, кому было полезно это видео, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!